Всем привет! Сегодня хочу поделиться идеей необычной закуски для новогоднего стола. Моими эксклюзивными суши-кексами. Глянцевая шапочка, сочная начинка, эффектный вид и невероятно вкусный результат. Переходим к рецепту. Все ингредиенты, как всегда, под видео. Рецепт рассчитан на 12 штук суши-кексов. Начнем с риса. Хорошо промываем его до тех пор, пока вода не станет полностью прозрачной. Затем откидываем на сито. После этого пересыпаем рис в сотейник и заливаем таким же количеством воды 1 к 1. Накрываем крышкой, ставим на средний огонь и варим 10 минут с момента закипания. Затем выключаем плиту и оставляем рис под крышкой еще на 10 минут, чтобы он дошел. Пересыпаем его в форму. Добавляем в теплый рис яблочный уксус, у меня домашний, соль, сахар, майонез для вязкости. Все хорошо перемешиваем и отставляем в сторону. Далее подготавливаем продукты для суши. Авокадо нарезаю небольшим кубиком. И сбрызгиваю лимонным соком. Крабовые палочки. У меня снежный краб, они очень нежные и сами хорошо разбираются на волокна. Нарезаю их мелко. Ломтики слабосоленой красной рыбы нарезаю небольшими кубиками. Все заготовки подготовили. Дно формы для кексов слегка смазываем растительным маслом. Теперь займемся основой для наших кексов. Будем использовать листья нори. Берем ножницы и нарезаем листы нори на полоски. Для одного кекса нам понадобится 3 полоски. 2 шириной примерно 5 см и длиной около 12 см. Вы можете заранее нарезать столько полосок, сколько нужно, чтобы потом быстро и удобно собрать все кексы. Третью полоску, шириной примерно 3 см, укладываем по внутреннему краю формы, чтобы сформировать аккуратный бортик. Укладываем их крест-накрест и слегка смачиваем водой, чтобы они лучше фиксировались. Не переживайте, если листья нори сразу не ложатся идеально ровно. Позже рис все зафиксирует и придаст кексу аккуратную форму. Далее из теплого риса формируем небольшой шарик и укладываем его в центр основы из нори, слегка утрамбовывая. Теплый рис лучше держит форму и надежно фиксирует нори. Затем аккуратно ножницами подравниваем края. Кладем несколько кусочков авокадо.
Затем кусочки красной рыбы. Легко прижимаем, чтобы начинка хорошо держалась. Для шапочки соединяем крабовые палочки, творожный сыр, твердый сыр, икру мойвы и 2 столовые ложки майонеза. Все хорошо перемешиваем и укладываем в кондитерский мешок. Отсаживаем аккуратные шапочки, придавая им красивую форму. Отправляем в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 20 минут. Делаем соус. Смешиваем соус терияки, соевый соус, сок лимона и мед. По истечении 20 минут достаем кексы. Аккуратно смазываем шапочки подготовленным соусом и снова ставим в духовку на 3 минуты, чтобы появилась румяная корочка. Достаем из духовки и даем остыть 10 минут. Только после этого выкладываем суши-кексы из формы. Они отлично отстают, ничего не прилипло. Аккуратно выкладываем их на блюдо. Поливаем соусом терияки. Посыпаем кунжутом. И украшаем свежей микрозеленью. Полное видео о том, как я выращивала микрозелень, вы можете посмотреть на моем канале. Смотрите, какая красота! Новый год уже близко. Эти суши-кексы покорят всех. Яркие, аппетитные, с идеальной шапочкой и начинкой, от которых невозможно оторваться. Ну уж очень вкусно. Как вам эта закуска? Пишите в комментариях, подписывайтесь на канал и до новых вкусных встреч!